Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, и сегодня мы с вами будем делать вот такие сережки. Здесь в основе риволи 14 миллиметров и для украшения использованные жемчужины. Итак, смотрите, нам понадобится риволи 14 миллиметров и бисер. У меня бисер японский, тоха 11 размера, 3 цвета, и 15 размера, вот этот зеленый. Плести я буду фаерлайном. Фаерлайн у меня 8 лб. Так, смотрите. Набираем, плести я буду в основном из вот этого фиолетового бисера и золотого. Набираем, вы сами выбираете цветовую гамму и какой бисер вам использовать. Ну, бисер нужен 11 и пятнашка. Смотрите, набираем 4 бисеринки на нитку, доводим почти до конца и завязываем узелок. Получается вот такой крестик. Теперь набираем еще 3 бисеринки и проходим в бисерину, одну из бисерин. Видите, получилось 2 крестика. Теперь мы проходим в 2 бисеринки этого крестика второго, чтобы выйти из верхней бисерины, и набираем еще 3 бисерины. И опять проходим вот эту верхнюю бисерину. Смотрите. Теперь опять проходим ниткой через 2 бисерины, чтобы выйти из верхней бисерины. Опять набираем 3. И проходим через верхнюю бисерину. То есть получается с другой стороны этой верхней бисерины. Ну вот, таким образом у нас получаются вот такие крестики. Теперь нам нужно сделать 13 таких крестиков для риволи 14 миллиметров. Так, когда мы набрали 13 крестиков, закрываем это 14 крестиком. Колечко замыкаем. Теперь набираем 3 золотых бисеринки и делаем крестик, получается, чтобы сделать второй ряд крестиков. Да? Теперь набираем, смотрите, теперь мы набираем Теперь мы набираем 2 бисеринки и проводим их в одну золотую и 2 фиолетовых. Видите? У нас должен получиться второй ряд вот таких крестиков. Видите? Опять в одну золотую боковую и 2 фиолетовых. Вот так. И дальше также продолжаем до замыкания кольца. И дальше замыкаем кольцо.
Итак, смотрите, замыкаем колечко последней бисеринкой. Вот. И теперь мы выводим иголку с другой стороны фиолетового колечка. Опять выводим ее вот эту выступающую бисерину. Так. Нанизываем 3 бисеринки и делаем крестик. Дальше нанизываем 2 и проходим через золотую и 2 фиолетовых. Еще 2 бисерины и опять проходим через золотую и 2 фиолетовых. И так продолжаем до конца. В конце последний 14 крестик замыкаем одной бисеринкой верхней. Итак, замкнула я крестик, и теперь я прохожу через все крайние бисеринки, вот эти последнего ряда, просто прохожу ниткой, чтобы стянуть его. Прохожу раза 2 вокруг. Видите, прохожу по всем бисеринкам и подтягиваю нитку, чтобы стянуть этот кружок. Это будет задняя часть сережки. Смотрите, кружок я стянула, теперь я хочу закрыть вот эту дырочку. И набираю 3 бисеринки и прохожу, то есть отсчитываю 4 бисерины и прохожу в 5-ю. Прохожу в 5-ю, 6-ю, 7-ю, 8-ю и выхожу. Видите? Вот так получается. Теперь, да, сейчас вот я, видимо, пройду в 8-ю бисерину или не пройду. Так, теперь я набираю одну бисеринку, прохожу в среднюю бисеринку вот этой дуги. Набираю еще одну. И прохожу, получается, в 11, 12, 13, 14 бисеринки. Так как крестиков 14, они на 3 делятся, вернее, на 4, они тоже не делятся. То есть у нас, получается, будут не совсем одинаковые вот эти секторы, но это не особенно видно. Теперь я вывожу иголку на противоположную сторону, в верхнюю. Опять же, вот этот верхний, последний ряд золотой. Теперь мне нужно стянуть, теперь мне нужно вставить риволи туда и стянуть вот эту оправу. Беру я риволи, видите, вставляю в оправу. И сейчас будем стягивать бисером 15 номера. Теперь я набираю зеленый бисер и просто прохожу следующую золотую. Набираю зеленую пятнашку и прохожу следующую золотую бисеринку. И так по кругу. И подтягиваю нитку немного.
Так, теперь нужно вот этот ободок стянуть. Сейчас я пройду ниткой еще разок по кругу, по крайним золотым и зеленым бисеринам и стяну как следует нашу оправу. По ходу этого действия я поправляю риволи внутри, чтобы он стоял четко по центру. Так, теперь я вывожу иглу из первого ряда фиолетовых бисерин. Это получается, в целом это третий ряд бисерин, если считать от золотых, которые мы стягивали. Итак, теперь мне нужно, я хочу украсить немного этот риволь, и я набираю фиолетовую 11 зеленую пятнашку, 11 фиолетовую и провожу в следующую фиолетовую бисерину. Теперь беру жемчужину 3 миллиметра и прохожу в следующую фиолетовую бисерину. И таким образом я буду чередовать вот этот набор 3 бисерин и жемчужины. Видите, из 3 бисеринок получаются такие треугольнички. Ну и жемчужинка просто хорошо встает между бисеринками. Таким образом мы закрываем вот это не очень красивое место стыка, которое, там видны нитки, видите, немного. И нитки закрываем, и получается очень красиво. Так, закрываем круг последней жемчужинкой 3 миллиметра. И сейчас будем делать подвеску. Видите, я сверяюсь со своей уже готовой сережкой, что же я там, как же я сделала подвеску. И теперь мне нужно вывести нитку из фиолетовой бисеринки, которая находится рядом с зеленой пятнашкой. Нужно вывести иголку из вот этой фиолетовой бисеринки. Теперь нам нужно набрать 2 фиолетовые бисеринки, 1 зеленую бисеринку, рондель
у меня там, рондель 3×4, по-моему, и шапочку, жемчужину 8 миллиметров и стопорную бисеринку. Теперь мы проходим, минуем стопорную бисеринку, проходим через весь набор, кроме фиолетовых бисерин, подтягиваем и набираем еще 2 фиолетовые бисеринки и проходим фиолетовую бисерину с другой стороны треугольничка. Вот так. Ну вот, подвеска готова. Теперь нам нужно подняться по бисеринкам на противоположную сторону. Опять же, смотрите, так как у нас 14 этих крестиков, то у нас получается 7 жемчужин и 7 треугольничков. То есть с обратной стороны, с противоположной стороны, мы должны будем сделать петельку вокруг жемчужины. То есть вот видите, я прохожу через эту жемчужину на противоположной стороне и набираю, чередуя пятнашку зеленую и фиолетовые бисерины. Набираю я 7 бисерин. И прохожу с обратной стороны жемчужины. Видите, получилась вот такая петелька. Теперь я увожу иголку на заднюю сторону и завязываю узелочки в нескольких местах. То есть обычно я завязываю в данном случае я вот обрезаю нить горелкой. Так, сережка готова, нужно только приделать к ней швензу. Швензы у меня вот такие обычные крючки. Мне, честно говоря, нравятся швензы простые, лаконичные или огромные, какие-то очень уж сложные. Но в данном случае сережка сложная, поэтому швенза будет очень простая. Так, видите, раскрываем швензу. Одеваем сережку за вот это сделанное нами колечко, петельку и закрываем петельку на швензе. Все, серьги готовы. Видите, у них цветовая гамма как у колибри, малиновая и зеленая. Все, серьги готовы. Большое спасибо за внимание. До свидания.